Итак, с той крутизны я спустилась. Это было очень долго. Грязные руки. Скользила. У меня здесь нет воды. Я несу 5 литров воды в руке. И сейчас мне подниматься куда-то туда. И тоже снимать не буду. Улетела моя вода. Пойду без нее, потом за ней вернусь. Сил нет. Устала очень. Ура! Я обессилена. Штатив в рюкзаке, поэтому пока так. Где-то там внизу осталась вода. Пить хочу неимоверно. Ну, в термосе немножко есть. Ух ты. Ух ты. Я настолько устала, организм обезвожен. Я сегодня позавтракала в 8 утра, я выпила кружку чая. Это все было в каменном домике в Волге, в домике Алексея Лесного строителя. С тех пор, сейчас что-то около 3. Вот я не пила ни глотка воды, ничего не ела. И все это время я была в дороге. Часть дороги в транспорте, а потом часа 2,5 пешком. Вот так вот просто. Это с тем, что я несла в руках 5-литровую бутылку. Ну, сказалось некоторое, как это сказать, некоторый недостаток информации. Я не ожидала, что все так долго. Ручки трясутся. Перекуска. В общем, пить, что-то перекусить, а потом уже думать и снимать. И за водой сбегать, которая упала. Все равно придется вниз бегать. Дров здесь нет. Тоже дрова внизу. Где-то там вода. Я даже не помню где. «26». Прежде чем заниматься каким-либо обустройством, просто поваляюсь. Тем более на улице жарко, а в земляночке приятная прохлада.
У меня есть такой чехол из блестящей ткани, подкладочной. Это НЗ, когда ноги мерзнут, прям в спальнике, ноги в этот чехол я засовываю. Вот сейчас этот чехол у меня сработает как наволочка для подушки. Небольшой обзорчик землянки. 220 вольт, круто. Но кто не понимает шуток, это бутафория. Здесь нет электричества. Волга, мать, отец Енисей. Оголтелые чайки. Часики шикарные. Телефона, если надо вызвать помощь. Свечечки. Будни путешественника. Паук. Паучара. Кстати, это стол, походу. Я не сразу это поняла. Это стол. Ну, попробую потом его напустить. Карта. Еще розетки. Заряжай гаджеты. Нас невозможно сбить с пути. Нам пофигу, куда идти. Вот так сегодня я и шла. Контейнер для продуктов антимышь. Ну, тут без этого никак. Грелочка, туалетная бумага, все есть. Ведется видеонаблюдение. Круто. Кто-то увековечил женские имена. Нина. И тут еще имя я видела. Полина. Пути реки. Березки. Градусник, что сколько там у нас у землянки. В землянке 16. На улице 26, в землянке 16. Такая разница. Картины. Струнка. Замечательная печь. Буржуйка. С пледиком. Совочек. Щеточка. Это отлично пилы. Инструмент. Ну, это мое уже барахло на этом лежаке. В общем, пока шла, дико пережарилась. А сейчас в земляночке отдохнула. И теперь мне холодно. Пойду опять греться на улицу. Кстати, пилить на улице дрова дико жарко, хотя уже 6 час, но там все место открытое, и сегодня очень жарко, солнечно. Поэтому я немножечко решила навести порядочек в землянке, поужинать, потом уже пилить дрова, приводить себя в порядок, когда немножечко солнце перестанет так сильно жарить. Так как я нахожусь в длительном путешествии, то, конечно же, я взяла 2 пауэрбанка, кучу запасных аккумуляторов. И вот как аккумулятор один разряжаю, я тут же его стараюсь зарядить. Такое электричество в походных условиях. Тетрадь посещений. Первая запись в 23-м году, 06.012. И в то же время произошел пожар по вине туристов. Угу. Да, рядом
много выгоревших деревьев, я обратила внимание. И землянка чудом уцелела. И инспектора хотели разрушить землянку, но не стали этого делать. Так что нужно быть аккуратными в обязательном порядке. Воды у меня очень мало, потому как в этой местности безводной я буду 3 суток. Поэтому надо экономить. Может, потом, конечно, придется к Волге идти. Она далековато. А овощи надо мыть, поэтому буду мыть очень малым количеством воды. Наконец-то солнце пошло на убыль. Стало немножко легче и прохладнее. Я решила продолжить заготовку дров. Сильно натерла ноги, и у меня пластыри какие-то не очень. Потом приобрела новые пластыри, они тоже не очень. Не везет мне с пластырями. И продолжаю поход с натертыми ногами, и каждый день тру по мясу, так сказать. Давненько у меня такого не было. Причем сейчас хожу в кроссовках, в которых дома ходила через день по 10 километров. У меня ничего не было плохого. А здесь другие условия. В гору с горы, пыль. И, возможно, из-за этого. Это у меня ручки. Видно там на камере? Просто. И такие же примерно ножки. Такие вот. Землянке изрядно прохладно. Немножко протоплю. Буквально вот хворост, который я пособирала. Прям нормальные дрова не буду. Так, чуть-чуть, чтобы воздух нагрелся.
Да. Я и дров-то нормально в печь наложила. Чисто тоненькие веточки. А так жарко. Можно пока не укрываться. Потом, конечно, прохладно станет. То есть дрова и не нужны большие. Ну, на улице тепло. Доброе утро, друзья. 8:30, что-то я долго сегодня сплю. На улице сильный ветер, ну, наверное, жарко. Спалось тепло, очень-очень-очень тепло, скажем так. И все время прилетает шмель, он заползает там в щель в двери. И вот здесь в изголовье у него норка. Вот здесь где-то. И вот он тут прилетает и начинает у меня тут над головой летать, жужжать, что-то делать. И у меня ощущение, что он прям у насекомых рано начинается день. И вот он, как только рассвело, и начал прилетать и жужжать. Такой жирный, веселый шмель. Даже нет, не веселый, деловой. Вот. Дождь, ветер и дождь. Ну, сегодня у меня снова переход на другую локацию. Так-то теоретически не хотелось бы, чтобы сильный дождь шел. Потому что, скорее всего, тогда трава будет скользкая, камни будет идти более опасно. А тут поверхность вся такая. То есть вверх-вниз. Пока я еще на этой локации до середины дня, а потом пойду на следующую. Такие планы. Тут получается поездка по локациям, поход по локациям очень интенсивный. Очень интенсивный, буквально максимум пару ночей на какой-то локации, и потом я отправляюсь на следующую. Почему такой режим? Ну, во-первых, нет настолько времени, чтобы прям зависать на каждой локации по много дней. Но, например, на этой локации вообще, конечно, не стоит зависать. Тут проблемы с водой, и нести сюда, допустим, 10-15 литров, это вообще было бы сложно. Я вчера-то 5 литров еле донесла. Вот. И у меня куплен обратный билет на поезд, поэтому надо все успеть до поезда. Все локации задуманное, все осуществить. Собственно говоря, мне самой дрова не нужны, но я попытаюсь еще немножко дров раздобыть. А здесь их не так уж много, нужно ходить, прям искать. Ну как, внизу, если спуститься, их много, но спускаться и подниматься это весьма-весьма сложно. Поэтому я здесь именно поищу. Может, что-то еще найду и заготовлю немножко дров уже для людей, которые будут после меня. О, как хороши!
также заряжаю гаджеты. Все время нужно заряжать аккумулятор. И потихоньку буду собираться. Дрова сильно не буду заготавливать, потому что их тут, во-первых, мало. Во-вторых, идет дождь. Ну вот сколько заготовила, столько заготовила. В принципе, заготовила от того, что здесь было. Ну, еще 2 раза по столько, сколько здесь было. Основные вещи собрала. Скоро уже буду выдвигаться. Последняя запись 1.05.2026. Сегодня 16 мая, то есть 16 дней назад. В принципе, землянка посещается регулярно. До этого было 7.03.26 март, потом май, 04.04.26, то есть в апреле, в марте, в мае, 04.05.26, 8.02.26. То есть землянка посещается очень активно, очень много записей. Тут читать не перечитать. Кто-то говорит, не оставляйте мусор, кто-то будьте аккуратны, кто-то говорит, как трудно сюда добирался. Люди приходят сюда, когда метель, мороз, снег, и дров нет, и печку надо топить, она плохо горит. Вот, у кого-то тут почерк замечательный, у кого-то я не могу понять, что написано. Вот. Компаниями, парами, кто как ходит, одиночку. Тут целая группа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек. Как они тут помещались? Ага. По льду шли, по реке. В общем, люди тут такие интересные приходят, потому что добраться сюда не так-то и просто. Вот, пришел один. Угу. Погода -16. Сильный ветер. Угу. Спасибо всем, спасибо землянке. Плыви или сдохни. Почитать прикольно. Мусор забери с собой. Ну, это очевидно, да. Но стоит напоминать об этом. Для кого-то это очевидно, для кого-то это нифига не очевидно. В таких местах обязательно надо мусор забирать. И куда его тут? Иначе это место просто превратится в свалку. Ну, почему я говорю в таких местах? Вообще во всех местах нужно убирать мусор. Нет таких мест, где нужно оставлять мусор. Разве что это городская свалка. Она для этого предназначена. Урны. Вот приехали из Тольятти. Угу. Пришли в землянку. Остались на ночь. Очень красивое звездное небо. А еще много комаров. Мне повезло, комаров нет. Ну, в основном местные из Самары. Вот я смотрю, из Тольятти. Нет. Не буду говорить. Всем привет! Сегодняшний день полон интересных открытий. Мы не знали точные координаты, но благодаря нашему проводнику мы нашли это прекрасное место. Угу. Добрались до этого места спустя несколько попыток. То есть не сразу нашли. Ну и сейчас от себя что-то напишу, пару строк. Кто-то рисунки рисует прикольно, когда... Но я не художник, поэтому рисовать не буду. Просто напишу пару слов. Кстати, интересную задвижку придумали для поддувала зольника. Пила старая. И вот можно, в принципе, вот так двигать и регулировать зазор. Интересно получается.
такой я оставляю землянку. Чистота, порядок, ну как чистота относительная. Немножко дров заготовила. Мусор весь с собой забрала. На камеру напала подучая.